Всем привет! Значит, не выдержал, я все-таки поехал на рыбалку сегодня. У нас конец февраля. Уже собрал катамаран, уже дошел до реки, метров 300 там до реки идти. Посмотрел в воду, вода есть на перекате. Надеюсь, что сегодня будет отличная рыбалка. Ну и, по крайней мере, будет без льда. Беру мульт и беру нахлыст. Вот. Также я с собой беру спас-жилет, куда без пассивной безопасности. Литров 8, наверное, бензина, якорь и лодочный мотор из пятерочки. Вот даже логотип у него есть. Так, момент истины. Год не запускал этот мотор. Сейчас попробуем хваленый, так сказать. Раз. Я уже даже не помню, как это делать. Так, здесь все выключено, все стороны. Ага, не хочет. Бензин высох весь. Класс. Япония. Шикарно. Вот так вот. Так. Немного про снасти. Что я с собой сегодня взял? Сегодня схватка у нас в левом углу. Спиннинг, в правом нахлыст. Даже здесь видно, сколько у меня спиннинга и сколько нахлыста. Значит, всякие подлески, набор мушек, щучьих, не щучьих. С собой взял дополнительную катушку кстати, интересно, здесь раннинг, старый раннинг, ему, наверное, не знаю сколько лет. Раньше компания ZP выпускала, плетеный, очень офигенный раннинг, он у меня 1000 лет уже просто весь выцвел. К этому раннингу идет голова зипаевская, по-моему, 8 метров, Синк 3, частично Синк 3 и тело плавающее. Это 7 класс. Сама палка, это Sage Flight 7 класс. На палке новый на палке шнур Scientific 8, Scientific 8, плавающий. Попробуем его. Друг достал где-то, ему этому шнуру 1000 лет, но он новый. Вот палка у меня как раз только из ремонта пришла. Вот даже как-то ее отремонтировали. Вот я не знаю, видно, не видно. Вот, и начну ловлю вот с маленькой такой, не знаю, желтой, зеленой, выцветшей уже немножко мушки на двойнике Partridge. Вот хорошая мушка, не огруженная, титан, соответственно, флюровый поводок 0.33, ну и сам шнур. Вот. Ну а про спиннинг, а что про него говорить? Спиннинг. Такие пошли первые забросы нахлыстом. Но здесь еще места такие не очень интересные. Сейчас дальше пойдем, будет сильно интересно. Сегодня ветрено очень, 13 до 13 метров там, в секунду. Я вот поэтому спрятался в такой вот узкой речке. Какое-то там давление высокое, в общем, температура плюс 2. Ну, как всегда, выбирать погоду не приходится на выходных. Выходных немного. Сейчас шнур немножко расправится, он не знаю сколько лет. Он вот в таком состоянии, вот он, добрых, наверное, лет 8 он точно пролежал. Ну, может 5, я не знаю, но больше, наверное, все-таки. Вот, и он в таком состоянии. Сейчас он пока распрямится, хотя я его очень аккуратно с катушки смотал специальным инструментом. Но это ему не помогло, слишком долго лежал.
И как распрямится, так начнутся нормальные забросы. Титановый поводок где-то сантиметров минимум 20, наверное, 20 минимум. Очень хорошо топит легкую мушку на партридже. Ну, двойник там все тяжелый, так что, в принципе, можно даже особо не стараться там заглубляться до 2 метров, медленно она будет. Ну, я имею в виду не стараться менять мушки. Вот сейчас я, наверное, ударюсь вот сюда. А нет, прохожу. Прохожу, да. Вода классная, прозрачная. Чисто, замечательно. Осталось только рыбу поймать. Вообще план сегодня будет такой. Я сейчас, надеюсь, дойду до интересных мест. Я там буду якориться и буду попеременно бросать снасти по очереди. Там сначала нахлыст, потом спиннинг и так далее. Просто облавливать и смотреть, что лучше. В каком соотношении. В принципе, мне сегодня и воблеров достаточно под разные условия. Ну, я здесь все эти условия знаю, вот в этом месте. Вот. И достаточно мух под эти же самые условия. То есть такая конкуренция должна быть одинаковая, плюс-минус. Вот, но только вот мне немножко раскидаться, потому что неудобно. Вот сейчас вот нормально пошло. Возьмем в другую руку. Оп. Ну ничего, так шнурок. Ну, легкая очень муха. Так что шнурок пока справляется. Сейчас, если поставлю что-нибудь потяжелее. Вот меня опять тащит. Опять был бы электромотор, сейчас хоп, так вышел бы. Но, увы, ах. Так что опять присели. Опять взяли в руки весла. И пошли на веслах аккуратненько. Не спеша. Оп. Много всего я с собой сегодня взял, очень много лишней веревки, вот, ну, как бы не стал я ничего отрезать. Веревка удобно, катамаран затаскивать обратно к машине придется. И будет удобно, собственно, веревкой тащить катамаран по снегу. Чем дальше катамаран от меня, тем удобнее. Вот меня куда-то тащит. А, ветерок. Ветерок меня тащит против течения. Пока раскидаемся чуть-чуть. Да, немножко из-за того, что отремонтировали кончик удочки, немножко, конечно, строй ее изменился. Ну, ничего, пока ничего. Сейчас посмотрим, как это на рыбе будет, если там будет. Местечко классное, здесь все время по весне. В этих местечках не рестится подуст. И стоит обычно голавлик, такой грамм по 3 стоит, мелкие шнурки. Блин, единственное, что я вот сейчас забыл, я не взял с собой отцеп. Вот это вот засада. Отцеп остался в лодке. Вот, блин, без отцепа вообще будет грусть, печаль. Лайфхак для катамарана. Берешь нахлыстовую удочку и, собственно, как веслом. Но все равно тащит меня к тому бревну, и придется выгребать. Да, спиннинг рулит. Ну, чтобы было понятно, я вот здесь сейчас провел муху, ничего не поймал. Ну, где-то метров 5 от берега, от закраины, да. И дай-ка, думаю, покидаю воблер, пока меня вот сюда на ветку несет, сейчас будет ДТП. Вот, и сразу крупный шнурочек. Я еще подумал, думаю, как ты так-то быстро воблер достиг дна, и я зацепился за какую-то траву. Да нет, оказалось, что это не трава, это супер шнур на 90-й воблер. Такого вот оранжевого битого уже цвета. Так, меня куда-то притащило. Сейчас я попытаюсь отсюда выбраться. И продолжим ловлю. Такой вот не крупный. Ну, как бы все равно. Поймал же, да? Рыбу-то. Тихо, тихо, братан. Сейчас мы тебя отпустим. Борюсь еще с ветками. За краины катамарана бьют. Как бы хуже не было ему от этого. Все, избавились.
от шнурка. Оказывается, рыбка стоит. Ну, видимо, просто или я что-то не то делаю пока что, или воблер просто активнее идет, более прямолинейно, чем муха. Вообще обычно в этом месте я никогда особенно ничего не ловил в это время. О, перекинул. Может быть, действительно мелкая щука стоит под закраинами. Вот, я в прошлый раз тоже так заброс сделал, под нее ударил воблером по льду, ну и, соответственно, через метров 5 поклевка. Вот, опять перебрасываю. Такой не сильный твич, особенно. И еще к тому же я ловлю сегодня на флюр. У меня с собой плетенка есть, катушка с плетенкой мультовая, но зимой предпочитаю 100% из 100 ловить на флюр. И сейчас интересно было. Воблер поднялся вверх, и его тут же снесло ветром. Там наверху достаточно сильный ветер. И независимо от того, что течение идет вниз, здесь перекат, достаточно сильное течение. Вот, меня все равно тащит. Ну, вот сейчас я стою, но периодически меня тащит против течения ветер. Такой вот сегодня он сильный. Ой, совсем здесь мелко. Я думал, здесь глубже. Что-то вообще сильно помелело все. Я здесь на моторе не пройду. О, даже чиркнул баллоном. О, это плохо. Потому что похоже, что это такой будет перекат невозвратный. Я обычно здесь прохожу на моторе. Ничего себе, как все помелело. Очень плохо. То есть ниже может быть яма 1,5-метровая стать метровой. И это как бы очень печально. Да, совсем мелко. Делать здесь нечего. Как обратно вот возвращаться, это будет приключение. Да, все мелко. Я с собой даже проставки не взял. Обычно я лодочный мотор поднимаю сантиметров на 5, на 8. Вот, чтобы проходить перекаты на скорости. Вот, но, видимо, что-то я забыл сегодня. И, короче, как буду проходить, не знаю. Но будет весело. Не переключайтесь. Немножко раскидаем. Чуточку. Зацепился уже за что-то там. Не знаю, я уже тут все как обычно, я цепляюсь за все. Вот вообще за все, что можно. Вообще он сложился. Оп. Ну, так себе, конечно, летит все. Да нет, ничего, в принципе, сейчас чуть-чуть бы его выровнять шнурок. И будет нормально. Против ветра летит. Ну ничего, пойдет. Далеко кидать сильно тут и не надо. Главное эту голову развернуть. Опять меня тащит к берегу. Сейчас опять будет удар, если я не успею домотать шнур до конца. Конца. Что-то там зацепился уже. Оп. Такие вот звуки
Какая красота, а? Прям вот буквально еще пару месяцев здесь все зацветет. Будет очень красиво. И все эти места превратятся в головлинно-трофейные места. Вот. Но буквально недели на 2, на 3. Каждый раз я здесь плаваю, каждый раз мне очень здесь нравится и зимой, и летом, и осенью. Вот. Но правда, по осени здесь вообще делать нечего. На самом деле, сколько раз я был, особо здесь не клюет. Только вот иногда в феврале, иногда в марте и иногда в мае. И все. Вот. И как здесь сейчас ловить нахлыст, там сложно себе представить. Ну, именно чтобы голову как-то раскидать и кидать только если вдоль, вот так вот сейчас кидать вдоль берега, тогда да. Вот, а в противном случае, ну, невозможно. Вот сейчас вот у меня здесь слева деревья, неудобно. Ну, на самом деле я еще не дошел до нормальных таких мест, поэтому так плыву, любуюсь природой. В принципе, от нуля уже ушел, рука как бы поймал, уже трофей, все. Так что, ну, трава, думал, поклевка. Вот, так что нормально. Единственное, холодно, блин, все мерзнет, руки уже замерзли, все мокрые. Но, как бы, такая рыбалка, водяная. Вот. Плывем. Сейчас перекат. Здесь все очень мелко, все прозрачно. И, ну, к сожалению, камера не передает, но на дне прикольно лежат корни какой-то травы. Ну, все здесь зарастает летом. И вот я не помню, как трава называется. Вот, и прям видно белые корни такие, как редьки корни. Вот, так что смотришь и видишь, где весной, ну, летом, да, будет уже трава в каких местах. Она прям кусками, прям белая-белая-белая, потом тишина, темно, опять белая-белая-белая. Вот эти места, что такое? А, нет, трава. Вот эти места, они прикольные весной. Здесь можно щуку ловить весной, а сейчас, конечно, особо здесь ничего не ловишь. Мелко. Очень мелко. Вода упала еще к тому же. Оно и видно, вот где лед был. Сантиметров, наверное, 20, да? 20-30, вон видно прогал. И похоже, что вот этот перекат тоже сейчас будет непроходной. Хрен поднимешься на нем, на моторе. Придется тащить за собой катамаран на веревке, а самому идти, как обычно, по перекату. Но я сегодня в таких сапогах, не очень длинных, но обычно их хватает. Вот, посмотрим, что будет сейчас. Очень не хочется купаться. Очень не хочется. Вода такая. Не май месяц, скажем так. Да, ну и в мае холодная. Все, опять на веслах. Да, какая-то раколовка, что ли. Вот это вот что за сооружение, вот оно. Ну, похоже на раколовку же, да? Хотя откуда здесь раки? Так, и что, мелко? Да, мелковато. Мелковато. Очень мелко. Кидаю, видно, воблер как идет. Ну, не сильно заглубляется и видно дно. Так что здесь, в принципе, пока ловить нечего. Но такие места прям головлинные уже пошли. Здесь, собственно, по весне я их ловил. Прям с лодки. Прошел перекат. Вот здесь вот ямка прикольная такая, головлинная. И какая-то зверюга типа андатра, что-то типа того пробежала сейчас. Ну, не знаю, что там. Какая-то крыса, в общем. И, соответственно, если крыса есть, то особенно здесь уже делать нечего. Ну, все равно здесь пока мелко. Идем дальше. Так, на всякий случай кинем воблер. Ну, видно, прям вот и кидаю, да. Оранжевый воблер. Даже несмотря на то, что он такой уже весь битый, не сильно яркий стал, его все равно хорошо видно. Мелко, мелко, мелко. И идем дальше. Ну, можно разочек в ямку кинуть.
Хотя я только по ней прошел, смысла, конечно, особого нет. Если там что-то и было, то это что-то я испугал. Начинаются хорошие места. Но рыбы пока я не вижу. Тут уже даже вон трава, затопленные коряги вижу на дне. Ну и глубинка такая. Понятно, что вода упала, но глубинка, наверное, сантиметров 70, может быть, там 90, вот так. Примерно. Ну, потому что дно я все еще вижу, а здесь вода такая. Чистота воды, наверное, ну, под метр. Видимости. Ну и, в общем, я тут облавлю такие вот красивые места. Меня вот сейчас куда-то прибило к берегу. Вот, и пока что поклевок нет. Я попеременно то спиннинг, то нахлыст беру, но особо, честно говоря, что спиннингом, что нахлыстом. Спиннингом я сейчас веду более такую активную проводку, а нахлыстом, наоборот, более пассивную. Ну, так даже удобнее, просто в силу особенностей нахлыста. Вот, и пока что ничего. Но, к слову сказать, там мух и воблеры я пока не менял. Ну, конкретно этот воблер, он здесь топовый в этих местах. Он уже битый-перебитый, и всякие двушки, трешки с половиной на него бедного бросались. Короче, жизнь у него очень тяжелая. Так что я в нем точно уверен, что он здесь, как это звучит, ловит. Обычно же воблер ловит, да, у нас в спиннинге. А в нахлысте наоборот, ловит нахлыстовик. Рыбак ловит, а не приманка. Вот такие вот у нас интересные особенности ловли рыбы. По-моему, такой ударчик был какого-то мелкого шнурка. Я пока разговаривал, даже сейчас увидел. А может, это коряга? Не вижу, просто отсвечивает. Коряга это, наверное, все-таки коряшка была. Да, ударил лопастью, наверное, в коряшку. Так, плывем дальше. Все, вот делаешь, ну, 10 забросов, наверное. И все. Кольца чистить маленькие. Кольца зимой зло. По берегу очень много следов животных. Очень-очень. Куда-то пошла по своим делам. Это крыса. И по той стороне, я не знаю, видно на камеру, нет, тут видно. Прям тропа такая. Именно тропа животных. То есть обычно здесь, когда снега мало, тропа спиннингистов, которые знают про это место и периодически сюда приезжают там джиговать или ловить на воблеры мелких щук. Вот. Но не всем это доступно, потому что нужна физуха, чтобы даже просто вот по этой стороне дойти по снегу. Вот. Но в любом случае сейчас ближе к запрету народ сюда будет похаживать. Вот. Я избрал путь очень простой, к черту все это. Надо плыть, потому что, ну, ходить так много. У меня даже, по-моему, на канале есть видео, где я здесь ловлю с берега, проваливаюсь и потом в срочном порядке чешу за машину, за вещами, за теплыми. Потому что, ну, идти я в прошлый раз, помню, здесь шел, просто мерз жутко, уже все, уже легкие выплевывал. Потому что нужно быстрее идти, потому что мерзнешь. Вот. А быстрее ты не можешь, потому что проваливаешься. Снега было выше колена. Вот. Плюс вот это все вот эти неровности, деревья. В общем, прикольное приключение было. Где-то там на канале оно и есть. Вот. И что-то даже я тогда поймал, по-моему, пару шнурков я точно выловил. Вот. После этого нафиг. Только с воды. Лучше потаскать катамаран по снегу. О, какой хорошо ударил воблер в льдинку. Вот. Лучше катамаран по снегу протащить там эти 500-300 метров, чем по 2 километра или 5 километров идти вот по такой пересеченной местности. Пока вот разговариваю, что-то никто не хочет брать мой чудо-воблер. Вообще никак. Ну хотя бы шнурочек маленький. Ну давай, лапонька, ну зубастенький, давай. Ну что тебе стоит? Я с тобой поздороваюсь и отпущу тебя. Но нет, не хочет вообще никак. Но пока радует, что вот эти местечки, они все без льда. Но на самом деле до топового места я вообще не дошел еще. Там вообще спокойная вода, глубина под 3 метра. Ну, сейчас будет, конечно, меньше.
Вот. И я не знаю, будет ли там этот отлет. Вот опять меня тащит к берегу. Так что опять на весла. Вперед. Сейчас смотрю на мотор, думаю, что-то не хватает. Что-то не хватает к мотору. А не хватает гравитационной плиты. Лежит она дома, новенькая. Прошлую я потерял. Вот, сделали мне новую. И без нее сейчас будет плохо, потому что катамаран будет задираться. Я же, получается, когда рулю им, большая часть тела на трансе лежит. Ну, за трансом. Вот, он из-за этого задирает нос. И так будет не очень удобно. Зато чуть быстрее, там буквально на километр, что ли, или может даже чуть больше, на километр полтора, быстрее плывешь. Ставишь плиту, плывешь медленнее, но зато плывешь всегда ровно. Вот, и это прям вот удобно. Ну, в следующий раз поставлю. Сезон только начинается, я за год первый раз вытащил мотор и катамаран на рыбалку. Блин, вот это офигенные места. Вот, начинается уже и поглубже. Закраины, конечно, вот под закраинами вполне может стоять щука, прям подо льдом. Но, тем не менее, если воблер она увидит, она же как-то должна мяукнуть, среагировать. Хороший заброс, но в траву. Вот. Но пока что ничего. И мерзнут кольца. Сильно. Очень сильно мерзнут кольца. Пью я тут такой чай и решил задумать поменять мушку. Вот какой интрудер лучше? Фиолетовенький или вот такой вот голубенький с белым? Естественно, фиолетовенький выглядит офигенно, да? Тут куча всяких цветов, все такое. Но, несмотря на то, что они оба на гантельках, у этого гантельки поменьше. И он чуть-чуть будет полегче. Так что ставим его. Ну, полегче и тонуть будет помедленнее и все такое. И он даже сам такой по объему чуть-чуть побольше. Вот, хотя это прям топ-тема. Классная. В свое время это я таких часть мух вязал на Камчатку. И в свое время на этих мух я ловил уже у нас на речках, впадающих в речку Дон. Вот. Ну, не у нас, а в соседних областях. И, соответственно, клевали щуки всякие разные. Вот. Так что сейчас попробуем поставить синенькую, ну или голубенькую, и что-нибудь поймать. Медленно плывем и забрасываем нахлыстом под разные, вроде как перспективные места. Не очень удобно в перчатках. Шнур мокрый, все время на бэке срывается, из-за этого заброс. О, мертвый окунек, ничего себе. Не видно, наверное, не видно. Ну, скорее всего, точно не видно. Под водой лежит мертвый окунек, такой грамм может быть 80. Жалко рыбку. Интересно почему. Пока что я вижу эту первую рыбку. Надеюсь, что это не какой-нибудь там замор или какая-нибудь химическая фигня была смыта в воду и рыба подохла. Надеюсь, просто вот так вот кто-то его отпустил вот так вот плохо, и он, к сожалению, отбросил коньки. Вот, не очень удобно в перчатках ловить сейчас, но без перчаток что-то холодно очень. Хотя перчатки уже все мокрые, но тем не менее они все равно греют. Интрудер намок и теперь достаточно быстро погружается. Вот, но в принципе нормально, я так провожу примерно его пол воды, вот, достаточно быстро, чтобы он не цеплялся. Ну, сейчас здесь дно каменистое, вот, и нормально. То есть за камень зацепится, достаточно легко отцепить будет. Ну и плюс там крючок, одинарник небольшой. Кстати, если щука клюнет, скорее всего, она не засечется. Значит, что сделал? Поменял муху, нифига не клюет. На муху сейчас стал на якорь. Вот это место я все обловил нахлыстом. Снизу доверху ничего. Думаю, да попробую на спиннинг половить. Вдруг действительно, ну, проблема в нахлысте. Оказалось, что нет, ничего подобного. Никакой проблемы не в нахлысте. Вот точно говорю, вот этот воблер, он очень, ну, в этих местах уловистый.
И ничего. Пока что ни одной поклевки. Я уже и вдоль берега кидал, и по течению, и против течения, поперек течения. И, соответственно, под один берег, под второй берег. Вот у меня борода образовалась, пока говорил. Ну, в общем, как всегда. Вот. Ничего. То есть проблема. Проблема пока что, наверное, просто в отсутствии рыбы. А не в том, что там какая-то снасть ловит, какая-то не ловит. Пока что не ловит ничего. И я опять вот подзапутал. Леска слежалась. Немножко старенькая. В начале этого сезона летнего. Наверное, я ее поменяю. У меня уже лежит новый моток с того года. Так что все будет хорошо. Вот сейчас прохожу перекат и смотрю, вроде как вода там шевелится. И, скорее всего, он будет тоже непроходной на моторе. И, ну, наверное, можно будет слева его обойти на веслах, вверх по течению подняться. Тут сколько-то там. И быстро мотор завести. Да, как я и говорил, вот здесь вот слишком мелко. Скорее всего, здесь придется вставать и протаскивать перекат вверх по течению за веревку. Протаскивать катамаран вверх по течению переката. Даже здесь бобры, вон, химичат, вон, пожрали все дерево. Ничего себе. Какие они кровожадные звери. Вот здесь раньше такого не было. Ну, видимо, все меняется. Бобры приходят в нашу жизнь. Тоже вот мелко и тоже перекат непроходной. И здесь проблема в том, что тяга достаточно большая. И для сапог глубоко, а для мотора мелко. И обратно придется что-то придумывать. Вот здесь ямка была справа. Но непонятно, пока не вижу. Есть она, нет. Похоже, ее нет. Ее смыло, что ли. Все, блин, поменялось. Ну да, была ямка, действительно. Теперь уже ее и нет. Все поменялось. Стало только, конечно же, лучше. Как еще может быть, правильно? Вот. Но что-то с рыбой не то. Ее нет. Ну ничего, мы сейчас в одно местечко заходим. Оно такое тоже прикольное. Перспективное. Шнурок, что ли, дохлый валяется, не пойму. Может, мне показалось просто. Значит, подплыл, ну, начинаю, точнее, плыть еще в одном таком неплохом местечке. Здесь уже глубинки такие, типа под 2 метра. Вот, ну, я все равно вижу дно. Значит, еще нет 2 метров. Вот, и пока что, к сожалению, рыбы не бросается. Вот, я сейчас пока ловлю на спин, проверяю, что как. Вот, обычно в нормальных условиях уже здесь начинают поклевки. Где-то вот в этом районе уже быть. Но, видимо, не в этот раз. Может давление, может рыбы нет просто. Может еще не время. Может еще с Белого моря не зашла щука. Вот, ну фиг, короче, пойми, в чем проблема. Может, отмечает День защитника Отечества, я даже не знаю. О, ручей, прикольно. Давно его здесь, я слышал все время, но никогда не видел. Ух ты ж, и кто-то его вот потихонечку облагораживает. Камушки выложил. Какую-то отмосточку сделал из деревяшек. Класс, класс, класс. Это круто. Наверное, даже воду кто-то набирает. Здорово, молодцы.
Значит, зацепил воблер за дерево, дернул резко. Леска же, флюр. Натянулся, ну и отлетела, ударила, собственно, прям в край якоря. Вот, ну и вот что осталось от воблера. Остальная часть, видимо, утонула. Ну, такое ощущение, как будто акула в этих водах водится, и она откусила кусок рыбы. Хороший был воблер, он, наверное, года два, наверное, у меня. Вот мне его друг подарил. Очень хороший был воблер. Жаль, что теперь его у меня нет. Но у меня есть копия в другом цвете. Их, наверное, не видно. Вот они, корни, про которые я говорил. При ПЛУ прям видно корни. Весной это будет трава вся. Она и сейчас на воблере, это трава. Вон есть. Но, тем не менее, чуть попозже, месяца 2, и будет уже трава. Такие вот дела. Переложил удочку в правую руку. Ну и, собственно, кидаю от правый берег. Зацепился шнур за ногу, зараза. Заброс испортил. Ну ладно. Вот туда травушка какая-то там прошлогодняя. Там, конечно, мелко, но может быть там хоть шнурочек стоит маленький. Нет, никто не стоит. Местечко хорошее, но никого. И мушка так вот классно играет, пушится. Но толку никакого. Сейчас будет удар, облет, как всегда. Хоп, ударились. Мушка вот то так идет, то вот так зигзагами. Ну, классно идет. Я вот вижу так проблески ее. Несмотря на то, что она не яркая, все равно видно, потому что мелко пошла мель. Вот. Ну, а толку от этого, честно говоря, пока мало. Здесь уже выход на мель. Ну вот такая получилась рыбалка. В принципе, так, как бы один шнурок на спиннинг, в принципе, не считается. Кто кого победил, так сказать, нахлыст или спиннинг, тут вообще непонятно, потому что, ну, это погрешность. Один мелкий шнурок, причем, по сути, он в перекатной зоне был, он такой какой-то случайный. А нормальные места все пустые. Вот, сейчас что? Сейчас включаю мотор, завожу его, прогреваю. Вот, и буду пробовать подниматься наверх. На перекатах. Буду там, скорее всего, тащить катамаран волоком. Ну, что-нибудь поснимаю сейчас, так что есть что еще посмотреть. Не переключайтесь. Ух ты, с первого раза. Класс. Ну, понятно, что он прогрет был утром, но все равно. Это круто. Дошел до первого мелкого переката. Вот здесь слева была всегда яма. Я по ней шел. Ну, сейчас посмотрим, получится нет. Но я шел с поднятым мотором. Сейчас у меня он опущен на 5 сантиметров, наверное. И без плиты. То есть газ даешь, мотор взрывается. Это не очень хорошо. Ну, попробую сейчас аккуратненько по левой стороне, потому что по правой все тут совсем мелко. А яма, наверное, осталась, только она подо льдом. Хотя хрен его знает, не видно ничего. Ух ты, повезло.
Ну как повезло. Я знал, как здесь идти. Вот, но я думал цепанусь, не цепанулся. Сейчас в конце будет выход из ямы, и там надо будет как-то сориентироваться, чтобы не удариться винтом. А, сейчас облет. А, нет, повезло тоже. Засмотрелся в сторону, и катамаран пошел к берегу. Сейчас я точно цепанусь. Да, так и есть. Аккуратненько прошел, пером немножко зацепил. Совсем чуть-чуть. На минимальных оборотах ничего с мотором не случилось. Ну, с винтом, точнее, от мотора. Надо дома будет сделать в выходные. Поднять мотор, все как положено. Соорудить катамаран для вот таких поездок. Ну вот, собственно, я и приехал. Мотор заглох прямо на перекате на мелководном. И меня тащит обратно. Я не знаю почему. Наверное, кончился бензин. Ну, я совсем чуть-чуть залил. Ну, собственно, вот про что я говорил. Слишком мелкий перекат. Берешь, выходишь с катамарана и идешь пока. Ну, пока воды не будет столько. Вот, поднимаешься насколько можно. Заводишь мотор, газ в пол, и насколько можно уйти. Или на веслах, в зависимости просто от места. Ну, сейчас пойду аккуратно вдоль. Насколько можно. Ну, особо я здесь не пройду, конечно, сейчас. Сейчас могу залиться уже. Так что на катамаран. И такие приключения постоянно. Благо катамаран спокойно идет. Ну, относительно спокойно идет против тяги. Ну, похоже, что я почти перешел эту мелочь. А, не, вон там еще впереди, да. Все. Опять погреб. На мелком перекустовать уже неохота. Но вообще сейчас придется, скорее всего, потому что катамаран, наверное, сейчас, скорее всего, засядет. Здесь очень мелко. Вот так вот. Все, выгреб. Почти выгреб. Чуть-чуть еще пройду, чтобы мотору нормально было запускаться. Тут еще мелко. Да, еще мелковато. Весло цепляет периодически траву и камушки. Уже можно поспокойнее грести. Такая физуха небольшая получается. Если рыбу не повываживал, не поборолся с ней, то можно побороться с течением. То есть так приятно и полезным. Особенно для офисных работников. Кто сидит целый день за компьютером. Или что там делает. Все, по идее, здесь уже не так мелко. И можно запускать мотор. Ну все, минут, наверное, 40, ну, может быть, чуть побольше, и я добрался.